Уже несколько недель из инфополя не выходит новость о наводнении в Тюменской области. Уровень местной реки Туры поднялся до почти рекордных значений за все время наблюдений, прежде чем в последние дни начал постепенно снижаться. Многоэтажная застройка в Тюмени надежно защищена дамбами, и туда вода не добралась. Но расположенные рядом частные дома, промзоны и предприятия оказались в зоне затопления. Это привело к экологической катастрофе. В водоемах гибнет живность, вода смывает с полей удобрения и органику, и химию. Из кранов в домах и квартирах Тюмени течет коричневая вода с запахом фекалий и гниющей рыбы. Вот как об этом рассказывают сами тюменцы. У нас появился резкий запах от воды, запах канализации, возможно, с примесями каких-то реагентов, с примесями каких-то продуктов разложения. Вода периодически течет желтая, периодически она идет с какой-то слизью. Чтобы вы понимали, на этой воде невозможно, ее невозможно пить, на ней невозможно готовить, ей невозможно мыться, ни тело, ни волосы, невозможно мыть посуду и невозможно стирать вещи, потому что все воняет. Я подцепила какую-то хрень в глаз, типа конъюнктивита, я не знаю. Я читаю комментарии во всяких пабликах Тюмени. Одна девушка пишет, что она приняла ванную, я не знаю, я душ-то не могу принять вонище, она в ванной лежала. Она приняла ванную, и после этого у нее цистит. Потом кто-то пишет, что они подхватили кишечную палочку. Я что-то в глаз подцепила, я не знаю. Это просто когда закончится. Это ужасно. Стоит жара, но тюменцы стараются лишний раз окна не открывать. Река тухнет и воняет на весь город. Тюменский губернатор заявляет: вода из-под крана, дескать, безопасна. А так ничего не поделаешь, стихию надо пережить. В этом году мы столкнулись с уникальным для нашей местности природным явлением. Выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. И это приводит к неприятному запаху от воды в реке. Как это повлияло на качество воды в Тюменском водопроводе? Вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Некоторые провластные издания и вовсе намекают, что жителям для предотвращения наводнения самим нужно было поднапрячься. Купить установку ПВО, например. Ну или там, помочь родному городу в трудный момент. А что они должны были? Дамбу построить. Поговорим сегодня о том, что происходит в Тюмени. Посмотрим на то, как Тюмень справлялась с точно такими же проблемами в советское время, и причем здесь война и армия, тогда и сейчас. Только прежде чем начнем, по ссылке в описании доступен наш гайд по обходу ограничений интернета. Спонсор этого гайда M-Card – это криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. А если вы подумываете завести себе резервный VPN-сервис, чтобы нужные вам сервисы стабильно работали, присмотритесь к VPN Liberty. У него сейчас акция 30 дней бесплатно, без привязки карты. Грязная вода из кранов пошла еще в середине июля, а раздача чистой началась лишь в конце месяца. В город на 870 тысяч жителей отправили около 20 водовозов, и только спустя неделю их число увеличили. Но воды на всех по-прежнему не хватает. В итоге жители пригорода, у которых водоснабжение идет из артезианских скважин, а не из загрязненной Туры, в соцсетях приглашают всех желающих бесплатно набрать у них воды, а предприниматели раздают бутилированную и фильтрованную воду. Друзья, в связи с высоким спросом на нашу питьевую воду, прошедшую 5 ступеней фильтрации, мы убираем лимит в 10 литров, и теперь вы можете набрать абсолютно любое количество воды. Напоминаем, что это можно сделать в фирменном магазине «Заречной пивоварни» по адресу Щербакова, 21 с 10 до 23 часов. И еще раз напомню, что это абсолютно бесплатно. А еще сами тюменцы берутся за очистку водоемов от погибшей рыбы и пытаются спасти живую. Тут стоит разобраться, собственно, в причинах происходящего. Паводок, который создал опасную ситуацию в городе, начал формироваться почти 2 месяца назад. И даже не в Тюменской области, а еще в Свердловской, в верховьях реки Тура. Весь июнь там шли аномальные ливни. В конце июня накопившаяся в горах и лесах Урала вода хлынула в реки. В верховьях начался резкий подъем уровня, который медленно покатился вниз по течению в сторону Тюменской области. А к середине месяца стал критическим именно возле Тюмени. Вообще, если посмотреть на многолетний график уровня воды в Туре, мы увидим, что в периоды паводков он легко поднимается на 5-6 метров, а летом иногда мелеет ниже нуля. Ноль – это такая условная горизонталь, не привязанная ни к дну, ни к поверхности. Его устанавливают на уровне, ниже которого, как считается, река не опустится даже в сильную засуху.
Но Тура настолько плохо поддается прогнозам, что иногда опускается ниже нуля на целый метр. Так, например, было в 23-м. А в этом году, наоборот, поднялась и сразу чуть ли не на 9 метров выше нуля. То есть тюменцы имеют дело с рекой, уровень воды в которой в течение пары лет может меняться практически на 10 метров. Это высота трехэтажного дома. Огромная масса воды, которую нельзя просто взять и куда-то откачать. От такого наводнения могут спасти только заранее построенные мощные дамбы. Фактически стены, которые не пустят воду к жилым районам. И в Тюмени эти дамбы есть, защищают, например, район Зарика. И вот в середине июля у жителей Тюмени появились первые жалобы на воду. Из кранов тюменцев пошла та самая вонючая жижа. На берегах Туры началась массовая гибель рыбы. В городе завис тошнотворный запах. В Тюмени, в реке Тура плавают трупы мертвых животных. В новостях такое не показывают, и мы все узнаем из Инстаграм. Вчера неравнодушные жители разных районов Тюмени создали телеграм-канал, где занялись сбором средств на независимую экспертизу воды. Потому что Тюменский водоканал сообщает нам, что вода соответствует ГОСТу, и она хорошего качества. А в Тюмени есть два водозабора. Один из них подземный, а другой из Туры. Так вот, тот, что из Туры, обслуживает большую часть города. А в Туре плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Проблема не просто в самом наводнении. Паводок, который случился не весной, а летом, повысил уровень бактериологической и химической угрозы. Летний паводок заливает землю, на которой уже выросла трава, смывает с полей удобрения, в том числе и навоз. Вода перенасыщается органикой, смывает ее в реку, нагревается на солнце, и в дело вступают бактерии, и начинаются масштабные процессы гниения. В результате в воде заканчивается кислород и начинает дохнуть рыба. Органики становится еще больше, а состояние воды еще хуже. Ровно этот процесс в Туре пошел полным ходом в 20-х числах июля. И при этом подъем воды не прекращался. К 26 числу он превысил 850 сантиметров, при которых вода выходит из русла в пойму. При этом мы говорим о пойме реки именно в районе самой Тюмени, где высокий берег, а районы в низинах защищены дамбами. В области же поймы уже были под водой не первый день. Вода пришла в деревни, люди начали эвакуироваться на лодках, в реку стала попадать органика из выгребных ям и из кладбищ. 28 июля губернатор Моор ввел режим чрезвычайной ситуации, а тюменцы создали петицию, в которой потребовали решить вопрос водоснабжения в городе. А еще в ответ на ложь городских властей, что вода соответствует санитарным нормам, горожане организовали инициативную группу и провели экспертизу. Неделю спустя они получили подтверждение, что водой из водопровода действительно нельзя пользоваться. Мы наконец-то получили результаты анализов той самой воды, которая пахнет говном. И самое важное сейчас это не просто жалобы жителей, а официальное экспертное заключение подтверждает, что вода не соответствует санитарным требованиям. Будем требовать срочных мер безопасного водоснабжения и перерасчета платы. Документы также будут использованы в суде. С 31 июля уровень реки рос на считанные сантиметры. Стало ясно, что вода вот-вот начнет убывать. 1 августа река дошла до пика, а 2 и 3 уровень лишь чуть, но снизился. Наводнение пошло на спад. На первый взгляд кажется, что власти Тюмени в бедственном положении города не виноваты. Дожди в Уральских горах устроили не они. Сражаться со стеной гниющей воды за гранью человеческих сил. Будто максимум, где начальство накосячило, это соврав, что все под контролем и вода безопасна. Но здесь не все так просто, конечно. Что именно здесь не так, обсудим после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если судить по новостям, можно решить, что Америка закрывается от эмиграции. Но есть любопытный парадокс. Чем громче политики о миграции спорят, тем активнее Соединенные Штаты выдают визы тем, кто может принести пользу экономике, науке или бизнесу. За моей спиной Манхэттен, самый известный район Нью-Йорка, план застройки которого был принят еще в начале 19 века. Застраивали его люди со всего мира, в том числе талантливые иммигранты и их потомки. И многие политики в США понимают, чем больше талантливых людей, тем быстрее растет экономика, тем больше в стране красивых мест. Поэтому тут существует много визовых программ для работников, для инвесторов, для талантов. Есть и другие способы переезда. Но из-за того, что программ много, разобраться без специалистов в американской миграционной системе крайне сложно. И многие даже не подозревают, что уже сейчас соответствует требованиям одной из программ. Поэтому, если вы хотите проверить, подходите ли вы хотя бы под одну из них, обратитесь к профессионалам своего дела.
Например, в компанию «Мигратор». Там работают адвокаты с лицензией США и опытом от 15 лет. У «Мигратора» очень хорошая статистика одобрения петиций, 95% успешных кейсов. А все потому, что компания не берется за бесперспективные случаи и не дает ложных обещаний. Вам прямо скажут, есть ли у вас шансы на визу или нет. Еще на первой бесплатной консультации. «Мигратор» – одна из немногих компаний, которые дают клиентам гарантию. Вы получите одобрение петиции на визу или вам вернут деньги в полном объеме. Это будет прописано в договоре. Так что, если давно мечтали переехать в США, оставляйте заявку на бесплатную оценку шансов по ссылке в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым, делать то, что мы считаем правильным. Продолжим. Так вот, на первый взгляд кажется, что власти Тюмени в бедственном положении города не виноваты. Не они же устроили дожди и наводнения. Но все не так просто. Ненадолго остановимся на том факте, что крупный город, почти миллионник, подключен к водозабору из реки вроде Туры. Дело ведь не только в паводках, во время которых баламутится донный ил, и не только в обмелениях, во время которых в реке повышается концентрация токсичных веществ. То есть река в целом-то не очень-то пригодна. Но дело еще в том, что выше по течению в реку вполне официально ведется сброс отходов с промышленных предприятий. В 1979 году рекордное половодье смыло в реку хранилище мышьяка, который осел и находится там до сих пор. И даже тюменские коммунальные службы регулярно штрафуют за сброс в Туру прямо в черте города Тюмени неочищенных стоков. И все это время, когда в реке даже ноги помочить нельзя, из нее продолжают набирать воду для города. Всего 10 лет назад, после наводнения 2016 года, власти все же задумались, как бы проблему с Турой решить, и заговорили о подземном водозаборе, как уже о решенном деле. Даже смету составили, оценили в 12 миллиардов рублей. В итоге денег в бюджете на это не нашлось. Зато нашлось на совсем другую статью расходов. Сейчас, на 5-м году войны, Тюменская область предлагает гражданам не чистую воду из скважины, а заключить контракт за 3 миллиона рублей. Это большая выплата, больше, чем у соседей, поэтому заключать контракт в Тюмень едут из разных регионов и даже из-за границы. А область отлично справляется с планом по набору наемников на войну. Мы, конечно, не знаем, сколько человек в месяц отправляет на фронт Тюмень. Но примерные цифры по всей России такие, около 30 тысяч в месяц. И если разделить это число на 85 регионов, или пересчитать на население Тюменской области, выйдет, что регион дает фронту не меньше 300 человек в месяц. Скорее всего, гораздо больше, за счет большей выплаты. Но даже, допустим, 300. Значит, в год область тратит на них почти 11 миллиардов. И это мы не учитываем выплаты за ранения и гибель, социальные льготы и прочее, вроде компенсации проезда. Из 12 миллиардов, необходимых на артезианскую воду, 11 Тюмень ежегодно тратит на то, чтобы загубить несколько тысяч соотечественников на Донбассе. И годами живет с токсичной водой из-под крана. Нынешнее наводнение в Тюмени, хоть и оказалось грандиозным, но не стало рекордным. Если в этом году уровень воды поднялся до 896 сантиметров, то во время катастрофы 79-м достиг 915. Вода тогда прорвала дамбу и вошла в город, затопив дома. Множество людей потеряли жилье и имущество, были погибшие. Подробно о том наводнении рассказали очевидцы. Я смотрел в окно, видел, как идет волна. Перед ней бежали люди, животные. Волна, казалось, была из мусора, воды видно не было. Волна ударила в дом, он выстоял. Дальше водоворот, очень быстро поднималась вода. Мимо проносились бревна, мусор, животные. Вода поднялась выше после 2-го этажа сантиметров на 20. Тогда пережить наводнение людям помогла советская армия. Сначала инженерные войска Тюменского гарнизона пытались укрепить дамбу. В дамбе образовалась дыра. Чтобы ее закрыть, приехали солдаты в одних брюках. Было очень жарко тогда. Ехали машины с песком в мешках. Солдаты забрасывали мешки в трещину, но она продолжала расширяться. Мне было это видно даже из дома, хотя расстояние было около 500 метров. В итоге машина провалилась в щель, тем самым помогла разрушить дамбу. После этого военные начали эвакуацию на лодках и катерах. Тюменцы до сих пор помнят, как искали тогда выживших, выкрикивая «Женщины! Дети!». Их вывозили первыми. Солдаты снимали людей со 2-х этажей и крыш домов и переправляли в школу, которая была на возвышении. Сегодня же Тюмень не может рассчитывать не только на военных, но даже на МЧС.
В области настолько не хватает спасателей, что власти готовятся ликвидировать пожарные посты. И честно признают, все из-за низких зарплат. Региональный бюджет тратит миллиарды на наемников для бессмысленной войны, пока федеральный экономит на спасателях. Ресурсы России долгое время оказались почти бесконечными. Примерно любую проблему можно было залить деньгами и сразу забыть. Но теперь мы подошли к некоторому пределу, когда страна начинает ощущать истощение от войны. Война пришла в Тюмень не только с предупреждениями о беспилотной опасности, не только с пожарами после налета дронов на местный НПЗ, но и с полным бессилием властей перед обычными, в общем-то, бытовыми проблемами, перед грязной водой в кране. И чем дальше, тем больше власти на всех уровнях будут реагировать на неизбежные аварии именно так. Потому что все больше ресурсов у России уходят на войну и все меньше на все остальное. До завтра.